Вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. Я вчера наводила порядок в тканях, в шкафах, в лоскутах и нашла вот такую страшненькую ткань. В деле она бы мне не пригодилась, но на поделке вовнутрь она пойдет. Я взяла тарелку, сделала 2 круга. У меня также нашла в обрезках ткань для пола, абсолютно новая, тоже вырезала. И мы с вами будем делать прихватки. Да, опять прихватки. На всех каналах есть, а вот у меня нет прихваток. Я решила сделать, но делать мы будем их красивой. Смотрите, я взяла 1 слой ткани для пола. Потом я вырежу еще для уплотнения. Но сюда подойдет и пальтовая ткань, сукно, драп. Вся ненужная, которая плотная. Но я буду делать стежку. У меня будет аппликация, поэтому мне лишний слой пока что не нужен. Это у меня будет лицо прихватки. Буду шить также вот из таких всяких разных обрезков. Хорошая ткань у меня не пострадает. Вот, это будет у меня фон. Эта прихватка у меня будет вот с таким фоном. Здесь я вырезала волнообразный. Беру также, видите, ткань, в каком она состоянии. Она, ну куда, только на подделке. Белую ткань я просто подложила вовнутрь, накладываю. Фиксирую булавочками, чтобы у меня ничего не ускакало. И вырезаю по кругу. Вырезала я прямоугольник вот с таким отверстием. Это у меня окно. Окно можно сверху приклеить на клей-карандаш и потом прошить. Но я делаю вот так. Мне намного проще. Крыша. Наши любимые домики. Елочка. Многие бы выкинули вот такие вот обрезки, а я все храню. Тем более, видите, цвета-то какие зеленые, красивые. Я из нее сейчас вырежу елку. А елка вырезается у нас намного просто. Не надо ничего рисовать, просто так делаете. Вот так чуть-чуть срезаете под уголочек. И вот ваша елка-то, она и получается, видите? Это мой забор. Взяла полоску ткани, также ничего не рисуя. Вот так ножницами беру просто и на класс вырезаю отверстие. Но забор можно сделать палочки и посередину палочки. Но это, когда вы будете прошивать, немножечко неудобно. Это все, опять же, надо будет клеить на клей-карандаш. И вот он, мой забор получился. Здесь я сделала как колье. Сюда-то он не к месту, но вот здесь он будет хорошо смотреться. Ну вот, посмотрите, что я сделала. На забор я повесила горшок, домику сделала трубу. Это у меня санки. Игрушки новогодние я здесь расположила, но я буду еще их добавлять. Здесь у меня солнышко, здесь у меня месяц. Снеговику сделала, как положено, на голову ведро, нос, руки. Но здесь немножечко сливается. Может быть, я ему сделаю черные ботинки. Если вы делаете аппликацию, то желательно приклеить на клей-карандаш. Если это у вас техника пицца, накрываем фатином или органзой или сеткой и делаем стежку. Без разницы, как вы делаете стежку, простыми линиями или на свободном ходу, в клеточку, полосочку, как хотите. Но вы должны зафиксировать ваш рисунок. Ну и, конечно, добавить краски, вот именно строчки дополнительные в деревья, в ваши рисунки, чтобы было красиво. Посмотрите, снеговику сделала коробку, несет он подарок. И под елку я также решила положить подарки. Посмотрите, какие классные сделала валенки голубого цвета. Я ни разу не видела, чтобы кто-то делал снеговика в обуви. Классно смотрится, посмотрите. Хотела делать как аппликацию, но смотрю, у меня лежит остатки штор. Это тюль. И как раз, посмотрите, она аккуратно прям вписывается в мой размер. Если вы делаете пиццу, у вас здесь несколько слоев ткани. Желательно проутюжить. Если у вас большая работа, да, ну не как вот это прихваточка или подставочка под тарелку, то желательно использовать какую-нибудь клеевую флизелин или паутинку. И после того, как вы отутюжите, зафиксируйте обязательно булавками. Зафиксировала булавками, отрезала лишний фатин.
Но я вам советую, если вы делаете пиццу, когда вы верхний слой ткани отрезаете, не надо прям сразу по контуру отрезать. Хотя бы полсантиметра-сантиметра обязательно оставьте от края, чтобы он выходил. Потому что при стежке немножечко это все сужается, мало ли, что-то у вас перекосится. Ну вот, посмотрите, я прошила на свободном ходу, чисто белыми нитками, нитки не меняла. Здесь по белому и по голубому мозги техника. Здесь сделала черепицу, ну, забор по контуру. И на подарках я сделала имитацию, что это ленточка. Бантики, конечно, плохо видно, но пусть будет так. Выкрыла еще один слой ткани плотной. Взяла также обрезки, желательно вниз брать, чем вы будете хватать противень, кастрюльку, хлопковую ткань. Синтетическая будет у вас плавиться. Вырезаем. Все, вырезала я низ. Если это у вас прихватка, вам нужна петелечка, сразу ее пришиваете и потом обрабатываете край. Есть еще такой вариант, когда вы складываете вот так вот лицо к лицу, прошиваете по кругу, оставляете отверстие, потом выворачиваете и зашиваете это техническое отверстие. Я буду обрабатывать, наверное, косой бейкой. И петельку делать не буду, потому что у меня есть вариант использовать как прихватки. Они, в принципе, вот такие вот мягкие, хорошо умещаются в руку. Это самое главное на прихватках. И, может быть, это будет подставка под ту же тарелку или кружку. Если вы обрабатываете косой бейкой, я вам советую по кругу прошить и потом уже пришивать косую бейку. Так вам будет удобней. Ну вот, посмотрите, моя работа готова. Окружность 18 сантиметров. Вот такая вот с обратной стороны, стежки нету. Но хлопок легко стирается, легок в использовании. Ну, на этом все. Увидимся в следующем видео. Может быть, будет что-то такое оригинальное. А вы пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.